Всем привет! Добро пожаловать обратно в постройки в Sims 4. Сегодня мы будем строить таунхаус в английском стиле. Ну, так как я себе это представляю, в принципе, я видела такое на картинках, в сериалах, кстати, в старых, всякие там Агаты Кристи, ну, с Миссис Марпл, кто там, Пуаро. В общем, там частенько показывают именно такие домики, которые слеплены между собой. Ну, то есть мне кажется, что это какой-то такой прототип современных таунхаусов. Вот, я решила построить что-то в этом стиле, потому что, в принципе, конечно же, новые дополнения располагает, потому что есть и камень, есть и подходящие крыши. У меня получилось два таких домика достаточно противоположных, хотя я не хотела делать их такими, знаете, контрастными совсем, ну, типа инь-янь. Я ничего такого не предполагала, просто два жилых дома, которые имеют одинаковую планировку, но внутри, конечно же, они обставлены по-разному. То есть как одно и то же пространство можно по-разному ну, как бы обыграть мебелью и там обоями, еще чем-то. Также у них разные камины, но камины в одних и тех же местах. Вот, поэтому мне захотелось в это поиграться. В итоге в темном доме у меня предполагается жить бабушка с внучкой. В более светлой части у меня живет молодая пара с маленьким ребенком. Они такие более современные, поэтому у них такое более все светлое, менее захламленное, меньше картин, меньше каких-то деталечек. Но у них есть телевизор, а у бабушки с внучкой, получается, не будет телевизора. Вот. В общем, более-менее как бы так... Ну, я постаралась, в общем, как-то по-разному обыграть эти моменты. То есть, если у бабушки с внучкой в столовая будет, как бы часть столовая именно в кухне будет вот в этой странной длинной, которая скоро появится, то у молодых людей столовая будет вне кухни. Вот. А еще один прокол, который я совершила, это то, что я сделала задний дворик, но попасть в него практически невозможно. Ну, то есть из дома невозможно. То есть я так оградила, что... И не сделала проход, что невозможно извне попасть. Ну, как бы, я потом сделаю такую вот калиточку снаружи, и чтобы попасть на свой собственный задний дворик, придется выйти из дома, выйти из центральной калитки, обойти весь дом и зайти в калитку. Вот. Как-то так. Но это мой прокол, да, я это поняла только когда уже начала делать задний дворик. И, понятное дело, уже невозможно было сделать что-то с этим. Вот. Ну, немножко непродуманно. Я вообще сначала думала насытиться кучей референсов, продумать все, потом поняла, что я достаточно хорошо вижу этот дом, и я не хочу как бы себя путать всякими референсами, потому что иногда у меня бывает, что у меня есть определенная картинка, потом я начинаю смотреть реальные дома, я понимаю, что нет, это немножечко не так, не так, надо, наверное, вот так, и в итоге дом получается совершенно не такой, как я хотела, и я расстраиваюсь, в общем, удовольствия я не получаю. А зачем тогда вообще строить, если тебе не нравится конечный результат? Так что в этот раз я решила не насыщаться референсами и строить как вот душа пожелает, можно так сказать. И получилось так, как получилось в итоге. Вот. Еще, кстати, второй этаж, конечно, такой немножко странный, потому что я уже не первый раз делаю вот этот скат крыши, когда выходят наружу окна, и ну, такая двухкомпонентная крыша делается. Такая крыша есть в нескольких уже построенных домах, которые у нас в этом новом городе. И вся их проблема в том, что комнаты, получается, очень неудобные. То есть я тут крутилась, вертелась, вы потом видите, как я обставляла. Я в итоге вообще никакие перегородки не сделала, потому что ну, не получается. То есть там можно нагородить городушек, но неудачно получается, короче. И, в принципе, вот эти вот арочки с окнами образуются из-за вот этих вынесенных окон. Они тоже, их надо как-то обыгрывать. Я там то комодик туда ставлю, то там кровать, то еще что-то. Ну, как бы
а у тебя еще много пространства внутри, но все равно комната длинная, вытянутая, и с вот этими аппендиксами. В общем, это не очень удобно оказалось, это не очень практично, как бы оно имеет право на существование. Я 2 таких комнаты обставила вот в этом доме, и они на самом деле похоже получились, потому что я по-другому не знаю, как это все делать. Я не понимала, как это все обставить так, чтобы это было нормально. Вот, поэтому да. Первый этаж, мне кажется, такой более интересный получился в плане разности обстановок. То есть, ну, так более-менее я что-то разделила. Вот, а вот второй этаж, да, похож, достаточно сильно похож друг на друга, тем более, что на втором этаже я еще и сделала темное все почему-то во втором доме, то есть внизу у них достаточно все светленькое, с желтеньким, с бежевеньким, все такое вот молочно-пастельное, а на втором этаже я почему-то взяла и забабахала все темным, и я потом поняла, ну, когда отошла на общий план, поняла, что слишком похожи спальни, ну, как бы неприятное, но нормально. Вот, ну, в общем, из-за этого расположения вообще, в принципе, как вообще эта комната располагается, вот эта длинная такая, как я сказала, с аппендиксами, конечно, сложно что-то вообще с ней делать, как-то ее, какие-то вариации придумывать слишком сложные. Но если у вас получится что-то интересное, я буду рада, если вы поделитесь, расскажете, как вы с этим всем справляетесь, потому что вот я как бы уже, повторюсь, не первый раз делала такую крышу, делала такую комнату, но в прошлый раз я все-таки сделала перегородку, но у меня получилась одна комната проходная. Вот у меня с вот этим проблемой, что получается проходные комнаты, либо нужно делать узкий коридорчик, но этот коридорчик сжирает окна, которых и так мало на втором этаже. И у меня какая-то такая дилемма. Я, конечно, понимаю, что Симсам все равно, будет у них окно или нет, но мне не все равно. Я хочу, чтобы окна были. И окон должно быть достаточно много, тем более на втором этаже. Вот. Чтобы было много света, чтобы было много витамина D и так далее. Вот. А еще, кстати, я заселяла товарища в этот дом, чтобы, ну, проверить, посмотреть. Кстати, все работает, везде можно пройти. То есть в тех местах, которые я подозревала, что возможно и невозможно, но все нормально. Мне, кстати, кажется, что разработчики немножко подшаманили с этим делом, потому что раньше все-таки, мне кажется, симы были более упертые в этом плане, а сейчас они как-то спокойнее проходят. Ну, то есть даже там, где немножко так маловато места, то есть меньше клеточки, они как-то просачиваются. Мне кажется, что это так прям специально сделано. Так вот, я селила туда товарища Сима, и хочу сказать, что на этом участке, если вы живете, то вы спокойно можете попасть в центр этого городка и купить продукты. То есть вам не надо ехать отдельно специально куда-то, отправиться. Можно просто выйти из своего дома и пройти на эту площадь. Это так прикольно, то есть это уже практически открытый мир на самом деле. Потому что, в принципе, вот эта карта, она еще более открытая, чем предыдущая, как мне кажется, много где можно походить, много куда можно зайти. И вот жители вот этих, там, получается, по-моему, 2 или 3, там 2 участка точно. Один из них там есть, но он не кликабельный, насколько я помню, это такой декор типа. Соответственно, есть 2 участка, один совсем маленький, там, по-моему, 15 на 20 или 20 на 30, ну такой маленький. Я хотела сначала там строить, но все-таки 2 дома там сложновато было бы уместить. Хотя, конечно, у вас все возможно, но мне захотелось такие большие дома построить. И вот этот большой участок, по-моему, он все-таки 20 на 30, насколько я помню. В общем, с этих участков можно спокойно ходить на базарчик, скупляться и не ездить никуда специально. Мне кажется, это прикольно. Вот, в общем, приятного просмотра. Заглядывайте на мой канал, мы проходим челлендж выживания на ферме, причем какой-то hard level, потому что у меня ничего не получается, у меня постоянно все голодные, у нас толком нету ни урожая, ни рыбы не можем наловить, в общем, какой-то
супер хард уровень, вот, именно выживание на ферме в прямом смысле слова. Мы боремся с голодом, с холодом и с отсутствием воды. Вот, еще пекарня там есть, так что заглядывайте, там много чего интересного. Ну и приятного просмотра этого ролика. Подписывайтесь, ставьте лайк. До новых встреч!